Всем привет! Мы снова в кадре, и сегодня хочется поговорить про качество воздуха. Чем мы дышим? Свежий воздух, природа. В быту мы проветриваем нерегулярно. Только тогда, когда воздух спёртый, либо присутствуют посторонние запахи. А зря. Ведь чистый воздух – это залог здоровья. Вспомните долгожителей Кавказа, избалованных чистым горным воздухом. Первое, что приходит на ум, это купить робот-пылесос, чаще делать влажную уборку, чаще проветривать помещение. Поможет ли это? И да, и нет. Минимум углекислого газа и отсутствие пыли – это еще не все признаки качественного воздуха. Вообще специалисты рекомендуют следующие характеристики качественного воздуха в помещении. Это температура днем до 18 градусов, ночью чуть ниже, и влажность относительная от 55 до 60%. Вообще в Англии было исследование в 2011 году. Они проверяли результативность школьников, девочек и мальчиков. И выяснилось, что девочки при 24 градусах окружающего воздуха показывают лучшую результативность, а мальчики при температуре воздуха 21 градус. И таким образом у них появилась рекомендация в школах, чтобы девочек сажать поближе к батареям, а мальчиков поближе к центру помещения. Но это не значит, что вы в своей детской ребенку должны сделать там 21 или 24 градуса, потому что это исследование было на короткий промежуток, на урок. Вот там, да, результативность будет расти. А у вас на постоянку, на постоянное нахождение в комнате все равно делаем днем чуть меньше 18 градусов. С влажностью не все так однозначно. Есть влажность абсолютная и влажность относительная. Абсолютная влажность – это сколько в кубе воздуха может содержаться воды. А относительная влажность – это отношение фактического нахождения воды в этом кубе к максимально возможной. Звучит сложно. Давай рассмотрим на примере. Есть у нас морозный воздух на улице температурой минус 20 градусов. Абсолютная его влажность, она 2 грамма воды он может в себе содержать. То есть во всем этом кубе холодного воздуха может быть всего 2 грамма влаги. Так вот, а если у нас фактически находится там 1 грамм, мы понимаем, что он может содержать 2 грамма воды, а содержит 1. Значит, это влажность 50%. Дальше происходит удивительное. Этот воздух, этот куб воздуха, температура минус 20 и с содержанием влаги 1 грамм заходит в помещение. Что здесь происходит? Мы его нагреваем до 20 градусов плюс. А при 20 градусах этот куб может держать в себе воды уже 18 грамм. 18. Там он мог держать 2, а здесь уже может держать 18. Так вот, и что получается? Мы этот куб воздуха занесли домой, нагрели и получили, что он может держать 18, а фактически-то там был 1 грамм. И здесь он остался. Только там это было 50%, а здесь уже 1/18. То есть вот просто мы взяли этот куб и нагрели, и в нем уже относительная влажность стала 5,5%. Это очень сухой воздух. То есть мы понимаем, что любой воздух, который мы берем с улицы зимний и нагреваем его, он автоматически становится сухим. Неважно, чем мы его будем греть. Обогревателями, либо печкой, либо тепловым насосом, либо волшебной палочкой. Неважно. То есть мы делаем вывод, что ни печь, ни обогреватель воздух не сушат. Фактически нагрев сушит воздух. Так вот, и вот с этим зимним воздухом, сухим, который заходит сюда, его точно нужно увлажнять. И для этого используются различные приборы. Я встречал, что молодая семья живет в небольшом дубль-доме, и у нее с влажностью все в порядке, хотя нет никаких увлажнителей. А все почему? Потому что жена постоянно варит маленькому ребенку каши и мужу борщи, и у них постоянная стирка и постоянно сушится белье, которое тоже отдает влагу. И у них была стабильная влажность около 60%, то есть идеальная. А что такое свежий воздух? Почему мы его называем свежим? И когда он становится не свежим? И это не про то, что вы сейчас подумали, мои любимые шестиклашки. Мы про химический состав. Воздух, которым мы дышим, состоит из кучи элементов, основные из которых это азот, кислород и небольшая часть углекислого газа. И вопреки всеобщему мнению, мы не особо восприимчивы к кислороду. То есть его чуть меньше, чуть больше окей, если это вот в земных условиях, не на Эвересте. Нам больше важно содержание СО2, углекислого газа. И он измеряется в долях процента. Удобнее его измерять в ppm, это parts per million.
И сейчас на улице это 400 ppm. Это хороший показатель чистого свежего воздуха, который нам хочется иметь. В помещении он может быть уже от 400 до 1200. По-моему, по нормам до 1400 это считается допуском хорошего свежего воздуха. И получается, что вот я дышу воздухом и выдыхаю огромное количество этого углекислого газа. То есть, если измерять его в тех же ppm, на улице 400 ppm, а выдыхаю я 50 тысяч ppm. То есть, я перерабатываю воздух и выделяю CO2. И в эта комната, если она герметична и не проветривается, то уровень CO2 будет постепенно расти с 400 и выше, и может дойти до критических значений, там, до нескольких тысяч, когда я уже могу умереть или у меня может какая-то быть проблема со здоровьем. Как минимум голова будет точно уже болеть на 2000 ppm. Поэтому следить за уровнем углекислого газа очень важно. К примеру, в 30-е годы на улице была норма это 300 ppm. Чуть позже стало 350, сейчас уже близко к 400. И поэтому мы сейчас из каждого утюга слышим про этот углеродный след, Грета Тунберг, что вот это очень важно, не выделять большое количество CO2 и за ним следить. How dare you? И по мнению экологов, что CO2 на планете он накапливается точно так же, как в этой комнате. И через какое-то количество лет нормой уже будет не 400, а 1000. То есть в будущем на улице воздух будет такой же свежий, как сегодня в слабо проветриваемом помещении. Представляете, какое здоровье будет у наших потомков? А что делает воздух грязным? Во-первых, мы сами. Мы дышим и выдыхаем углекислый газ, который накапливается в слабо вентилируемых помещениях. Кожа наша шелушится, оседает в виде пыли, которую мы сдуваем с книжных полок. Пыль и грязь, которую мы сами приносим с улицы. Домашние животные, грязные ковры и продукты, которые упали за столешницу и которые давно никто не доставал. Да и в конце концов, сама городская среда не способствует чистоте воздуха в наших квартирах. Ну а что делать для поддержания чистоты воздуха в доме? Это простые элементарные правила, которые знают все. Это не курить в доме, это не маскировать запахи, если они появились, а устранить причину их появления. Но и даже в таких правилах есть нюансы. Например, мы, когда хотим проветрить помещение, открываем окно, чтобы уменьшить уровень углекислого газа. И, допустим, зимой мы открыли окно и пустили сюда холодный, сухой воздух. Таким образом, мы обменяли хороший уровень СО2 на низкую влажность и низкую температуру. С температурой можно решить. У нас есть обогреватели. Это будет дорого, когда мы постоянно будем обогревать холодный приходящий воздух. У этой детали есть решение, например, подогревать этот воздух, например, с помощью рекуператора. И где-нибудь здесь появится ссылка на видео, как мы его устанавливаем в дубль-доме. В каждом доме есть клапаны инфильтрации воздуха, то есть, по сути, мы отсюда можем получать свежий воздух всегда, не открывая окно. Но он по-прежнему будет заходить холодный. И вот вместо него можно поставить рекуператор, который будет обогревать входящий холодный воздух с помощью выходящего теплого. Окей, температуру в доме мы решили. У нас осталась вторая проблема, когда мы проветриваем, это влажность. Как мы уже с вами знаем, что холодный воздух, заходящий с улицы зимой, здесь нагревается, и он становится дико сухим. И поэтому может быть решением это бытовой увлажнитель воздуха. Подводя итог, чтобы чаще дышать свежим и чистым воздухом, проветривайте помещение или делайте систему вентиляции в доме. Например, в дубль-доме у нас предусмотрена установка рекуператора, а то и двух. Делайте влажную уборку, убирайте пыль и используйте увлажнители воздуха, особенно зимой, когда воздух, приходящий с улицы, очень сухой. И обязательно купите измеритель СО2, он поможет вам понять, в каких кондициях вы живете, спите, какой уровень СО2 и где его нужно корректировать. Но самое главное, что вы можете сделать уже сейчас, это больше проводить времени на свежем воздухе, за городом, либо в парке. И, наконец, купить участок подальше от города, поближе к лесу и построить хороший дом. Надеюсь, это видео было полезным. Ставьте лайки и подписывайтесь. Пока!